Здрасте, мои многомиллионные, многоуважаемые подписчики. По многочисленным заявкам делаю это видео. Сведение с нуля. А точнее, сведение не будет с нуля, потому что оно займет 3000 часов. Я вам покажу, как я сводил. В принципе, это было на скорую руку, но все основные мои техники, плагины, как и всегда я это делал и делаю, здесь, в этом видео. Поэтому приступим. Советую вам тоже надеть какие-нибудь хорошенькие наушники, типа Beyer Dynamics DT150, или мониторы хорошие с сабвуфером, потому что здесь бас-бочку будем мы рассматривать, естественно. Сейчас горло смочу и начнем. Поехали! Итак, трек, который я сделал для видео, типа трек с нуля, Modern Metal, все такое, здесь перед вами. Но чем он отличается от того, что я сделал 2 недели, 3 назад? Я попросил своего друга Виталика, классного барабанщика, записать живые барабаны. На самом деле он сам предложил, сказал: Слушай, Юрец, а всегда мечтал, чтобы в твоих треках классных были живые барабаны. Может, что-нибудь замутим? а я ему говорю. Так я был бы счастлив, Виталик. Давай сделаем это. Он пошел на студию. Ну что, записи вроде как готовы. Все развесили, оверхедики, все есть. Писаться будем еще у нас тут такой союзовский. Какой-то там союзовский микрофон. Будем использовать отличный, как говорится, импортозамещенный микрофон. Это у нас, собственно, Союз 1970. И Виталик, потренировавшись, наверное, пару вечеров дома, записал мне, потратил полчасика на несколько дублей и записал живые барабаны к моему треку. Обзор на который и как я его сочинял вот здесь сверху. Обратите внимание. Итак, вот этот трек. Но мы не будем его слушать, не волнуйтесь, вы все его переслушали уже в предыдущем видео. Как я сводил. Итак, гитары. Живые гитары, значит, у нас здесь. Потом Hellraiser, естественно, про который я много рассказывал. И в концовочной части, где нету лид-гитар, вот этих вот, я усилил, заменил это пространство дополнительной гитарой, попробовав первый раз в своей жизни новый плагин для себя Odin. То есть это тот же VST гитары, та же самая. Но она все-таки отличается от Hellraiser, потому что человек, который записывал ее, какой-то супер-мега злостный металюга, там такая атака, как он дерет струны, это просто жесть. Послушайте. Жестко. А как записывали в Hellraiser от Ample Sound? Немножко по-другому. Вот без усилителя, как звучит Hellraiser. А как записывал гитары я, DI Signal? Ну, я записывал, естественно, октаву выше, потому что у меня обычно 6 струн была, октавером опускал. А здесь полноценные 8 струны как бы были записаны. Итак, ну вместе звучит все классно довольно-таки, на самом деле. Вот сейчас я включу свою одну гитару, а потом по одной прибавлю этих ребят. Что у нас
со сведением. Давайте же посмотрим. Гитары мои живые. Здесь ничего абсолютно. Да? Здесь Hellraiser. Возвращаем. Один. Все на месте. В Одине я прибавил еще немножко низов, потому что мне не хватило вот этой мощи восьмиструнной. Это бас. Извините, пожалуйста. Вот Один. Так, значит, все это в одной подпапке гитарной, которую я вместе обработал. Сначала я повесил Sooth. Прекрасная штука, вообще просто этот Sooth. Я не обработал весь трек им. Я вообще этим Sooth'ом вырезал только те частоты, которые идут с канала лид-гитары. То есть у меня послан сигнал с лид-гитары сюда, а здесь у меня видите вот эти частоты? Это в ритм-гитарах, all ритм-гитар здесь, вырезаются их частоты партией лид-гитары, чтобы лид-гитара поярче прям вписалась в этот микс среди этих... Сколько там у нас гитар получилось? 6, да? Живых 2, стереотрек Hellraiser и стереотрек Одина. И я вырезал ритм-гитарные частоты, чтобы они не конфликтовали с лид-гитарой. Видите вот эти? Всем на заметку вам, ребят, супер-мега трюк. В сайдчейне. То есть, если кто не умеет, быстренько объясню. Берем лид-гитару. Вот так вот на роут нажимаем левой кнопкой и несем вот сюда прям. Бам! Я сейчас отпускать не буду, потому что у меня уже все сделано. И все. А на ритм-гитарах мы вешаем Sooth в режиме сайдчейн. Вот эта вот штучка включена. И все. Дальше на слух. Не больше 5-6 децибел крутим. Вот так вот. И все. У вас что вокал, что соло-гитара врезается в центр микса куда надо. Поверьте мне. Поехали дальше. А куда мы поехали? Virtual Mix Rack от Стивена Слейта. Я везде его всегда использую. Уже лет 10, наверное. Выбрал я вот этот вот. Я пролистал как бы много консолей, все вот эти вот, и мне показалось в общем миксе вот именно это звучит лучше. Все нужно пробовать, все трогать, щупать. Чуть-чуть я все эти гитары, all guitars, прижал, чуть-чуть поджал вот этим вот нежным, мягким FGA2A, который на самом деле CLA2A в природе существует. Вот так вот у нас получается. Видите, не больше децибела. И немножко эквалайзера, мне показалось, немножко не хватает вот этой четкости, яркости. Я в 4 килогерца, это мой любимый эквалайзер вообще в Стивене Слейте, я добавил буквально 1,14 мегабита децибела. И на соточке прибавил тоже немножко жира, мяса. Но это чуть-чуть совсем. Обрубил хай-пас лоу-пас фильтром на 10 килогерцах. Здесь по низу 44 отрубил. Вот как звучало без этого всего и как это звучит с всем. Более сглажено, более вот песка вот этого на высоких нет. И третья штучка в цепочке, это у нас я взял mid-side, то есть центр микса, центр всех гитар, и отрубил его прямо на 132 герца.
потому что там бас-гитара, чтобы фигачила как надо. То есть все, что по краям басы остались у ритм-гитар, а в центре, middle, центр, я отрубил все частоты ниже 132 Гц. И немножко еще дополнительной стабильности, вот эти на 2 кГц, даже сделал динамическое ее. Вот такая вот история с ритм-гитарами. Идем дальше. Синт. Что я делал с синтом? Ё-моё. Очень просто все. Во-первых, сам этот синтезатор офигеннейший, Twin. Вот с такими настройками Horus Phaser. Очень широко, классно звучит. Потом эквалайзером я ему на слух уже чисто отрубил низы, потому что низов в этой песне на гитарах, на басу вот так вот. Поэтому пусть он будет где-то там в середине. Отрубил на 111 и сделал довольно-таки вот такой вот срез. Порезче. Не порезче, а с большим отрубом в районе уже 100-200 Гц. Ну и по высоким он очень яркий был, смотрите. Много высоких песка, много низов. Ну и Virtual Mix Rack всего лишь вот эту штукенцию повесил, и все. Дальше идем. Дальше у нас бас-гитара. Триллион, понятно, там у нас мой любимый Триллион. Цепочка не маленькая. Сейчас покажу, расскажу, что в ней и для чего у нас происходит. Посмотрим на экран. Это наш Триллион. Дальше Sooth. Я выбрал пресет Demudding the Bass. Он немножко бас делает почище. Вот эти вот частоты вот основные, где подрезает. Там, где они громче, он подрезает больше. Там, где они тише, он чуть-чуть подрезает совсем. Либо вообще не трогает. И бас более ровненький становится. Дальше у нас идет Parallax. Просто бас-гитара без плагина от Neural DSP Parallax. Она даже не бас-гитара. Это даже просто пукалка какая-то. Вот. Не гитара. А здесь все, характер, весь джин-джин-джин, журчание, высокие низы. Супер, всем очень советую. Dark Glass, кстати, мне не так понравился, как вот этот. Поэтому пользуюсь сейчас только параллаксом на басу. Дальше Virtual Mix Rack. Естественно, на всех треках у меня вот этот вот Virtual Channel. И немножко компрессии. 2-3 децибела на басу вполне достаточно, потому что он так довольно-таки ровный уже. После вот этого здесь, если перегруз, дисторшн, то бас уже более ровный. Дальше Huge Booty Bass. Это я рассказывал в видео, где я сочинял с нуля этот трек. Переходите по ссылкам, смотрите вот сверху. То есть низкая супер дроп G нота, она пропадает. Я ее поднял гармониками вот сюда. 49 — это частота этой ноты. Тупо поднял ее. Дальше Sooth опять. Вы скажете... Зачем он опять нужен? Ты что, больной, что ли? Он нужен как сайдчейн для бас-бочки. Естественно. Та частота бас-бочки, которая лупит, она чуть-чуть тут подрезается, вырезается в басу. Обратите внимание. Вот. То есть в момент удара бочки бас чуть-чуть проминается этой бочкой. Это делается так же, как и по гитарам я показал. Берем бас-бочку, роут, и тащим ее на бас вот сюда. И отпускаем все. Вешаем на этом канале баса Sooth, сайдчейн в режиме, и все готово. И дальше для дополнительной четкости я резкие пики иногда в басу тоже присмирил. Видите, где-то погромче, где-то потише. И так в общем становится более ровно.
Дальше лид-гитара. Тут все понятно. Тут я использовал не Gojira, а Amp Knob от Trivium. Amp Knob, да. Virtual Mix Rack то же самое. Virtual Channel. И 2 килогерца. Фундаментальная просто середина для чего-то. Для вокала, для соло-гитары. Чуть-чуть приподнял. Это мой любимый эквалайзер вообще в Стивен Слейте. Ну, high cut low pass фильтр на 11. На ритм гитарах он был на 10. Вот так вот. 10. А здесь чуть-чуть, чтобы поярче было. Ну и агрессивный довольно-таки эквалайзер. Вот этот вот FG Stress. Он придал сразу же четкости, яркости. Давайте послушаем с и без. Lead guitar. Здесь все понятно. Барабаны. Поехали. Значит, живые барабаны. Я первый раз в своей жизни, ну ладно, второй раз в своей жизни обрабатывал, микшировал. Спасибо Виталику, это было очень классный, как по-русски сказать, опыт, да. Вот так барабаны звучали без обработок. Только барабаны слушаем. Да блин, Юра. О, Господи, где ж таких дураков-то берут, а? Я даже не знаю. Это живые барабаны. Как вам? Ой, Виталик на бас-бочке фигачит просто карданищем своим. Вот эти отзвуки какие-то, куча железа такого кашевидного. А после сведения небольшого получилось вот так вот. Давайте проверим. Давайте же разберемся, что у нас происходило с барабанами. Значит, бас-бочка. Это kick-in высокочастотный и kick-out. Это с другой стороны бочки. Чисто низы собирать микрофон. Давайте же посмотрим, что происходило здесь. Заходим в цепочку. Видим сразу же гейт. Это просто сказка, ребят. Это такая сказка. Заходим в Dynamics у Стивена Слейта. И видим здесь просто гейт. Классик. А есть гейт drums. Я вообще не знаю, как без этой штуки жить на барабанах. Ладно, это оставляем. Это все пока что отключаем. Вот вам бас-бочка, как она была. Что-то там рубит, что-то пукает. Ставим гейт. Регулируем threshold. Самая главная крутилка в гейте. Видите, в основном одна бочка осталась. Он, конечно, чудеса делает. Это мы оставляем. Так как это супер низ, то есть kick-out, там, где сама мощь по низам, я навешал сюда вот такой эквалайзер, выбрал Big и прибавил его просто на максимум. Вот, низ пошел. Дальше. Hollywood. Дополнительный клипер, сатюратор для бас-бочки. Я переслушал их все на этой бас-бочке. То есть там были у нас какие? FG-73, FG-76, Голливуд, Лондон и Нью-Йорк. И с бас-бочкой именно по низам, по вот этим сабам, вот этот Голливуд больше всего прям панчил низы. И я его и поставил. Вот послушайте, как он и панч, и низов, и всего добавил. Советую использовать вам все-таки сабвуфер или наушники хорошие. Слушаем. Просто естественно, компрессор.
для дополнительного стабильного звука, причем я сделал его в параллель, видите, 50% микс только прибавил, чтобы натуральный панч такой еще пробивался. И еще раз добавил гармоник на низах. Ревайвал — это вообще чудо. Что на высоких он прибавляет просто супер воздух, что на низах вот этот thickness. Послушайте, с ним и без. Сейчас будет без, потом прибавлю. Без сабвуфера ничего не услышите. Поехали дальше. Oh yeah, beer. I like beer. Beer's good. Beer's great. Kick in. Да, я оставил самые верха только на ней, потому что низ есть, нужен теперь верх. Опять же, если вот это все выключить, то бочка звучала вот так вот. С гейтом, значит. Прям как плагиновская звучит. Четко, мало еле слышно, только панч. Но это мы оставляем. Высоких я тут не пожалел, чтобы вот этот клик прям был высокочастотный. На 10 килогерц прибавил, на 7. 600 герц я убрал, потому что мне показалось слишком вот этот яркий удар, прям как палкой какой-то. Так мне больше понравилось. Дальше. Низов я отрубил на 136 герцах, потому что низы есть в kick-out, в основной бочке, которую мы только что смотрели. Ну и по высоким, чтобы воздуха слишком много не было, 7 килогерц, чтобы именно выше не было, потому что там хэты, тарелки уже пойдут на этой частоте. Ну и вот этот вот, один из крутейших прибавителей, добавителей высоких и низов. Отличный очень Custom Serious Lift эквалайзер. Еще высоких добавил. Ну и компрессия, да, чтобы все эти пики, яркие клики прижались. Ровная динамика, чтобы была. Дальше поехали. Ну, малый. Вообще основной, наверное, инструмент в барабанах. Вот как без гейта звучал малый. Просто там в этом микрофоне малого было все. Бочки, хэты, тарелки, все. Без гейта никуда. Ну, чуть-чуть тарелки можно. Дальше. Я ему добавил, конечно, панча высокочастотного вот этого клика. Но он должен там быть. Вот здесь вот. Презент. Типа присутствие. И по панчу. Чтобы... Он очень высокий, просто этот малый. Прям, там просто не хватает хоть какого-то вот панча среднечастотного, низкочастотного. Я это добавил вот здесь. Вот высоких на максимум задрал еще. Компрессия. И очень немаловажная штука в миксе, особенно на малом, повесить сатуратор, который он и сатурирует, сделает ярче малый, но и сделает более гладкий пик, вот этот удар его резкий. Он его и срезает, более плавным делает, но мощи и панча не теряет. Это, по-моему, я увидел у Нолли, Get Good, вот эту фишку, и теперь тоже ее всегда использую. Яркость как будто бы добавилась, но транзиент, он немножко, ну, транзиенты, вы знаете, да, глаже стал. Ну, пойдемте дальше. Что же тут у нас? Snare Bottom. Это рядом с пружиной микрофон. Но здесь, конечно, если отключить гейт, вы
естественно, услышите бас-бочку, потому что она там рядом с ним. Это ужасно было до гейта. Вот так вот. Непонятно, что это. Установка вся? Нет, это всего лишь Snare Bottom микрофон. С гейтом совсем по-другому. Вот. Только он. Естественно, добавил я ему силки. Такой верха высокого самого. Тоже панча немножко для мощи. Компрессия обычная. 5, 7, 10 децибел по классике. Но параллельно сделал ее. И тот же самый сатуратор, чтобы пики были более мягкие. Вот так вот не услышать просто в соло этого малого. Ярче стало, но с сатурацией он не такой резкий будет в общем миксе. Поверьте мне, и Nolly get good. Дальше. Ревер. Я добавил специально ревера, но перед ревером я создал новую шину для малого высокочастотной бочки. Ну вот этой вот. Kick-in. И томов отдельную шину. Ну и я вот так всегда делаю, когда мне хочется более ровной динамики в панче бочки, в панче клике снейр малого и по томам, когда тоже бьешь, переход малый, бочка, томы, чтобы более ровная динамика была. Итак, что у нас в этой дороге? Дороги. Дополнительный панч и этот компрессированный третий инструмента. Я опять добавил гейта. Посмотрите, как с ним и без него. Видите, вылетает что-то еще. Тарелочки какие-то. А с гейтом только нужные удары. И я его просто мощнецки закомпрессил. Вот без. Ну, вообще какая-то тусклая хрень. Вот этим монстром просто. Инпут на максимум загнал. Это ж я не так и не оставил. Я же прибавил параллельно всего этого безумия. Вот этого вот. То есть я взял барабанную дорожку, слушаю, и такой с нуля. То есть вот так вот. Сейчас я вам покажу, как это было. Компрессия. На нуле, да? Слушаем. Вот так вот, буквально слегка, как будто бы и не слышно, но очень слышно на самом деле. Да, более тускло без него. И мне показалось, ну, слишком сухой малый. Ну, как малые томы, надо по классике добавлять их в реверберацию отдельную. Valhalla, Snare Ambience. Только там вот так вот где-то было. Слишком большая она была комната. Вот так 0.55 я сделал. Добавил, естественно, Virtual Mix Rack, как отдельный канал, все-таки ревер. И очень широкая она была. Вот такая вот. Я подумал, там по ширине пусть гитары будут. И не теряется ревер от малого. Я его сузил в миксе. Вот этим офигеннейшим в рипере есть стерео энхансер от JS. Прям в рипере. Стандартный. Стереобазу я вот так чпоньк сюда и сюда. И стало поуже. Послушайте, сейчас
выключено, и включу. То есть не в центр, а вот так вот, на середину примерно сдвинул. Ну и, в общем-то, все. По томам тут все тоже просто. Те же самые гейты, без которых никуда нынче, потому что в микрофоны томов летит тоже все. Это ж просто ужас. Слышите? Эту ноту не нужно нам. Эта нота нам гудящая не нужна. Она прекрасно отрубается гейтом, и в миксе остается от дорожки тома только сам удар по тому, что отрегулировано вот этим трэш-холдом. Только том на этой дорожке. Ну, соответственно, высоких прибавил, гудящую частоту вот эту убрал. Она такая очень яркая, и на средних частотах, послушайте. А было вот так вот. Такой причесанный том. Здесь тоже была шумная какая-то хрень. Вообще слушать это лучше вот так вот. Смотрите, как я это делаю. Берем трек, бам-бам-бам, и луп. Сейчас включу с эквалайзером и без него потом, смотрите. Нет, сначала без него, смотрите. Огромная разница. Ну, естественно, прижать томы. Томы нужно всегда прижимать хорошенько. Потому что иногда где-то громче ударил, где-то тише ударил. Ну а с компрессором, естественно, это вся динамика чуть-чуть поровнее. А в живых барабанах не стесняйтесь делать динамику поровнее. Она все равно не будет такой компьютерной, ровненькой, как в электронных барабанах. Так, ну и хай-хет. Хай-хет. Обожаю хай-хеты обрабатывать, потому что у меня с детства, с юности, наверное, такая фишка. Наверное, после Ларса Ульриха в юности, когда я услышал там лот, релот, там такой громкий, всегда яркий хэт, я подумал, блин, как важно иметь классный, четкий хэт. И что-то мне осталось, что хэт должен быть всегда хорошо слышен. Что же я с ним сделал? Вот что. Значит, изначально он был... Ну, гейт ставить на хэт нельзя. Абсолютно, потому что он то громче, то тише, то поднятый, то опущенный. Вы никогда гейтом это не поймаете. Поэтому Virtual Channel прибавляем хэту высокие. Вот это 800 Гц, это вообще ужасно. Смотрите, что было. Сейчас только включу. Извините, пожалуйста. То есть 10 килогерц прибавил, 7 килогерц прибавил. Высокие частоты. Ну и low cut просто на 500 смело. Потому что эти частоты в хэте не нужны вообще. Там и в руме, и в оверхедах тоже хватает хэта. Немножко причесать его, потому что в местах, где он прижатый, он тихий. А иногда вот в этом месте он громкий. И чуть-чуть эту динамику выровнять вот этим вот мягким, нежным FGA2A, CLA2A, который в природе, да. Вот он децибел всего лишь один прижимает, а в месте, где он вообще не прижимает. То есть, в общем, динамика более ровная становится. Ну и вот этот ревайвал, что на басу thickness добавляет круто, в хэте вот этот шиммер. То есть воздух самый высокий, самый нужный в хэте, я всегда добавляю. Слушаем до и после. Супер, конечно, делает. Оверхеды.
левый и правый канал. Сразу же я переместил влево и вправо на максимум, но они показались мне слишком широкими. Поэтому я немножко все сузил по стереобазе не на 100 вправо, а на 80 вправо. Не также налево, не на 100, а на 80. Получилось у нас вот так вот. Это без обработки было. То есть в основном рублю низы, прибавляю чуть-чуть еще воздуха, 10 килогерц, тоже высоких на 7, 600 рублю, потому что там вот так. И такая фишка. Вот этот микрофон, который вы видите здесь, я сам для себя открыл такую штуку, что без него слишком ярко звучит. Это вот Steven Slate Digital такая есть фигня, Mics. Типа, если вы записали в какой-то говняный микрофон и хотите, чтобы у вас звучал как Neumann U87, вы просто выбираете его, и у вас все звучит как надо. Но это, конечно, все виртуально и на 100% правда. Но если повесить микрофончик, дополнительный вот этот, он так сглаживает красиво высокие частоты. Я подумал, для оверхедов это то, что надо. Потому что панч идет из малого. Хай-хет мы прибавили воздуха. А тарелки не должны слишком сильно фигачить по высоким вот этим вот супер самым последним высоким частотам в районе 17-15 килогерц. Поэтому вот этот микрофон, он делает то, что надо. Вот смотрите, без него потом включу. Сразу подрезал он, мягче сделал высокие частоты. Я просто пролистал их все. Их очень много здесь. И мне показался вот этот оптимально. Ну и прижать оверхед, естественно. Естественно. Смело 5 децибел можно жать. Ну и Room Mic. Room. Ой, там на видео чел ставит Room Mic, говорит, это такой майк, это такой крутой, он сейчас мы как снимем монокомнату. Значит, Room. Монокомната. Значит, что с ним было и что с ним стало? На самом деле, небольшая обработка. Обычно основная фишка микрофонов, это вот этот 76-й компрессор. Я уж насмотрелся всяких крутачей. Крис Лорд Элджи, Стивен Слейт, Нолли. И все на румах на комнате ставят вот такие вот. Ну, здесь в Стивене Слейте он FG116 называется. То есть прижать 5, 7, 10 децибел смело. Также добавил немножко вот панча, чтобы малый разлетался больше по комнате. Ведь комната это в основном малый, и бочка-то создать эффект, что в комнате записано. Я вот частоту малого, панча малого на 4 кГц прибавил. Буминес, вот эту комнатность, коробочность немножко подрезал на 400 герцах. Ну и все. Ну вот 3-5 децибел всего лишь поджал я. Хотя можно, обычно в металле жмут мощнее. Но мне показалось и так нормально звучит. Ну, по комнате все. Остается только на общую шину барабанов я вешаю компрессор. Смотрите, что он делает. Вы скажете, ты чё, тут уж у тебя рубит сколько? Да, компрессия мощнецкая, но в микс параллельно я добавляю вот этой крутилочкой 20% всего. И получается, смотрите, какая разница. Сейчас без, а потом включу. Просто барабаны появились, установка нарисовалась целиком. Это гениально. Это и склеивание, и дополнительный такой панч, и живье.
Ну и все, финальная цепочка мастер-шина у нас вот такая вот. Я, наверное, показывал ее. То есть glue together, все абсолютно. High-pass фильтр я ставлю на 77. Все, что ниже 77 Гц, не компрессится. Ну, бас-ботик, чтобы ярче фигачило. Дальше. Virtual Mix Rack. Здесь уже Virtual Mix Bass. То есть, если мы раньше ставили вот этот channel, на каждый channel канал, вот этот вешали, а это Mix Bass. То есть, с этого channel идет в Mix Bass уже. И мне показалось, на 2000 килогерц немножко много информации. Я ее чуть-чуть в общем миксе подрезал. То есть... И сразу гитарки по сторонам ритм вылезли. Очень классно. Ну, high-pass, low-pass фильтр 33. Здесь 19,7. Чтобы ничего лишнего не вылезало. Артефактов каких-то супер низких или супер высоких. Sooth дальше я вешаю. Ну, здесь просто Balance to the Grammy Awards я вешаю. И буквально на слух чуть-чуть, буквально 2 децибела незаметно подрезается. Смотрите. Вот так вот, чуть-чуть. Лишние там частоты какие-то, резонансы ненужные. Так, ну и дальше. Эмулятор магнитофона, пленки. Я перепробовал очень много, ребят, разных. Вот остановился уже очень много лет на этом. Сатин от фирмы Юхе. Очень советую. Вы послушайте, как он незаметно взял и достал микс еще ближе на передний план. Слушаем, потом включу. Дальше софт-клипер просто для дополнительной стабильности динамики. И последний в цепочке, естественно, лимитер, мой любимый, от FabFilter Pro L2. 6 децибел я добавляю. Gain Reduction минус 4, минус 5 децибел. И все, на месте. Сейчас будет чуть-чуть погромче, осторожно с ушами. Будьте. Ну вот, в принципе, и все, что я вам хотел показать, ребят. Финальный микс смотрим здесь с видеоклипом. С вами был Юран. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментариях, что понравилось, что не понравилось, что бы хотели изменить в моих видео. Буду рад любому фидбэку. Увидимся, ребят.